Всем привет! Сегодня мы готовим сразу два рецепта с кабачками. Это будут тонкие нежные блинчики и сочные пышные оладьи. Теперь вы будете уверены, что ни один кабачок не пропадет. Смотрите видео до конца. Для приготовления блинов нам понадобится один небольшой кабачок весом около 300 грамм. Натрите кабачок на мелкой терке. У меня кабачок молоденький, от кожуры я его не очищала. Если у вас большой зрелый кабачок, то обязательно очистите его от жесткой кожуры и выньте из него семечки. Натертую мякоть кабачка временно уберите в сторону. В глубокую чашку разбейте 2 яйца. У меня яйца крупные, поэтому я беру 2 яйца. Если у вас мелкие, то можно взять 3. Добавьте пол чайной ложки соли и столько же разрыхлителя. Для гармонии вкусов добавьте чайную ложку сахара. Или, если вы, как я, не едите сахар, то чайную ложку сиропа топинамбура. Перемешайте все ингредиенты. Пропорции всех продуктов вы можете найти, как всегда, под видео в описании. Добавьте к яйцам натертый кабачок. Сок от кабачка в этом рецепте мы не отжимаем. Вливаю часть молока, всего я использую 200 мл молока, и добавляю муку, сразу всю одновременно, просеивая ее через ситечко. Здесь у меня всего 125 грамм муки. Муку в этом рецепте можно использовать любую, но именно мука высшего сорта дает в результате самые тонкие, мягкие и ажурные блинчики. Бережно и тщательно перемешайте все ингредиенты до полной однородности. Из этого количества теста получается 10-12 блинов. Смело готовьте двойную порцию, это очень вкусно. У меня уже вся мука вмешалась. На этом этапе тесто получается достаточно густым. Сейчас вливаю оставшееся молоко и еще раз хорошо перемешиваю. Добавляю несколько столовых ложек растительного масла. На этом этапе смотрите на консистенцию теста. Если оно получается слишком густым, можно добавить еще немного молока. Если жидким, то еще немного муки. Мое тесто уже готово. Вот такой консистенции оно получилось. Такое тесто не обязательно оставлять, чтобы оно отдохнуло. Я буду готовить сразу. Разогретую сковородку смазываю растительным маслом. Тесто перед использованием хорошо перемешиваю и наливаю на сковородку, используя половник. Если у вас стандартный большой суповой половник, то на один блин уходит ровно 1 половник. Мой немного поменьше, поэтому у меня уходит 1,5 половника теста на одну сковородку. Жарю блины на огне чуть ниже максимального и обжариваю блины примерно по 30 секунд с каждой стороны. Как только блины схватываются с одной стороны, нужно их переворачивать. Блины должны немного подрумяниться. Слишком большой огонь делать не нужно, чтобы блины не горели снаружи, не были внутри сырыми. И слишком маленький огонь тоже не нужен, чтобы блины не были сухими. В итоге вот такие красивые и очень вкусные блинчики получаются. И таким же образом обжарьте все тесто. Сковороду смазываю маслом через каждые 2 блина. Сковородку в принципе можно не смазывать маслом, только первый раз. Тесто очень удобное и легкое в работе, и оно не прилипает к сковороде. Блинчики эластичные, нежные, хорошо складываются, не рвутся и очень тонкие. Такие блины можно начинить любой начинкой. Я вам предлагаю сделать начинку из творожного сыра. 180 грамм рикотты или любого другого творожного сыра выложите в глубокую чашку. Пару зубчиков свежего чеснока натрите на мелкой терке или пропустите через чеснокодавилку. Несколько веточек свежей петрушки измельчите. Также можно использовать укроп или кинзу.
Добавьте свежую ароматную зелень к творожному сыру и перемешайте все ингредиенты до получения сочной сырной начинки. Беру блинчик и переворачиваю его зажаренной стороной внутрь и выкладываю начинку и сворачиваю в конвертик. Также поступаю с остальными блинчиками. Этого количества начинки хватает где-то на 5-6 блинов. Такие блинчики сами по себе очень вкусные, их можно даже ничем не фаршировать. Чтобы блинчики были еще вкуснее, буду их обжаривать. На сковородку выкладываю кусочек топленого масла кхи, растапливаю его и выкладываю блины швом вниз, обжаривая их по минуте с двух сторон. У меня уже все готово. В итоге вот такая красота и вкуснота получается. Блинчики получаются очень тонкие и нежные. Начинка сочная, ароматная и очень-очень вкусная. Такие блинчики вкусные и в холодном виде, и в горячем. Также их можно заморозить. Часть блинчиков я всегда фарширую, а часть подаю так. Поэтому смело готовьте двойную порцию. Уверена, вам они также понравятся, как и нам. Второй рецепт. Приготовим тесто для аппетитных оладьев из кабачка. Для этого кабачок весом около 300 грамм натрем на мелкой терке. Уберем кабачок ненадолго в сторону. В глубокую чашку разобьем 2 яйца и слегка взобьем их. Недолго, просто чтобы разрушить структуру желтка. Отожмем мякоть кабачка от сока и добавим к яйцам. Сок можно не выливать, а использовать для приготовления супа. Оладьи из кабачков получаются нежные и очень вкусные. Кабачок с яйцом используется как основа. И далее можно добавлять любые ингредиенты по вкусу. Несколько веточек петрушки мелко порежем. Также сюда подойдет зелень укропа или ароматной кинзы. А можно зелень вообще не добавлять, это уж кто как любит. Предлагаю добавить сюда четвертину сладкого болгарского перца для пользы витаминов и красивого красного вкрапления. Перец измельчаем в мелкий кубик. Выкладываем к кабачкам. Добавляем 2/3 чайной ложки соли, пол чайной ложки разрыхлителя и несколько зубчиков измельченного чеснока. Чеснок очень дополняет нейтральный вкус кабачка, добавляя ему ароматные яркие акценты. Добавим 1/3 чайной ложки черного перца и хорошо перемешаем все ингредиенты. Получается красивая, яркая, сочная зеленая масса. Добавим 200 мл кефира или греческого йогурта и сразу же добавляем всю муку. 150 грамм муки общего назначения я просеиваю через сито. Это не обязательно, но желательно. Муку в кабачковых оладьях можно использовать и белую, и цельнозерновую, и ржаную, кто что любит. Теперь перемешаем все ингредиенты до получения негустого теста.
На разогретую сковородку добавьте столовую ложку кхи или растительного масла. Выкладываем ложкой тесто в форме оладьев. Обжариваем с каждой стороны примерно по 2 минуты до золотистой корочки. Огонь на плите у меня чуть ниже среднего. И переворачиваем на вторую сторону. На второй стороне жарим также пару минут. Выкладываем готовые оладьи на бумажное полотенце. Обязательно, чтобы впитался лишний жир. Добавим на сковородку еще немного масла и таким же способом приготовим все оладьи, обжаривая их по 2 минуты с обеих сторон до золотистой корочки. Кабачковые оладьи сами по себе очень вкусные, но сегодня я предлагаю подать их со сливочным соусом. Для этого 3 ложки сметаны или йогурта любой жирности смешайте с измельченным зубчиком чеснока. Добавьте немного рубленой зелени и капельку соли. Перемешайте. Соус готов. Подавать оладьи из кабачков можно сразу с плиты в горячем виде, а также охлажденными, как закуску. Кабачковые оладьи получаются сочные внутри и хрустящие снаружи. По текстуре они еще более нежные, чем обычные оладьи из муки. Рекомендую вам их непременно приготовить. Друзья, у меня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, рецептики вам понравились и пригодятся вам в жизни. Смотрите наше следующее видео и до новых встреч. Пока!